Здравствуйте, близнецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей вашего знака зодиака на следующую неделю. Это неделя с 25 по 31 мая. Давайте посмотрим, что близнецов ожидает. Какие карты у вас сегодня выпадут на следующую неделю. Что интересного у вас произойдет. Напоминаю, близнецы, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Буду очень рада такой вашей обратной связи. Итак, давайте посмотрим расклад по дням недели. Простите, пожалуйста, да, что-то с голосом. Расклад по дням недели, начиная с 25 мая по 31 мая. То есть последняя уже неделя выходит, последняя неделя весны. Давайте посмотрим, что происходит у близнецов с 25 мая по 31 мая. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну, смотрим, что у нас есть. У нас есть очень много персон, очень много карт, говорящих о личностях двора, да, то есть о людях как таковых, о, возможно, том, что вас окружает большое количество людей на этой неделе, и есть много общения здесь с друзьями, близкими или коллегами по работе, ну, то есть здесь очень много действительно вот этих рыцарей, принцесс, королей. Ну, давайте начнем с самого начала. У вас первые рыцари мечей — это ваша стихия, вашего знака зодиака, близнецы, и может показывать вас здесь непосредственно как очень решительного, смелого, такого настойчивого человека, который идет и делает, добивается своих целей поставленных. Человека, который готов, если нужно, здесь проявить упорство и настойчивость в чем-то, в каком-то деле, открыть закрытые двери, возможно, решить какие-то проблемы. То есть не сдаваться, не останавливаться. Вот он мчится на этом коне. Это ваш напор, ваша энергия в самом начале недели. И это то, собственно, с чем вы заходите в эту неделю. Тут же также в понедельник у вас выпадает еще и карта Луна, которая, да, она может говорить о каких-то страхах, но я думаю, что в сочетании с рыцарем мечей здесь речь о том, что вы добиваетесь каких-то своих целей. Вы хотите добиться того, о чем вы мечтаете. Вот вы думаете, что у вас получится что-то реализовать, что вы мечтали или ставили себе вот такую цель, как надеялись на это, и стараетесь бороться со своими страхами, со своей неуверенностью здесь. Возможно, стараетесь рассеять какие-то тучи, которые нависают над вами, или какой-то такой флёр неизвестности, да, то есть вы боретесь с обманщиками или с какой-то нечестностью, с тем, что вот от вас скрывают, может быть, что-то. То есть вы пытаетесь с этим всем разобраться, чтобы разобраться в каких-то скрытых мотивах чьих-то, да, то есть вот такое здесь настроение. Дальше идет карта короля Пентаклей, земной стихии, земного знака. У кого-то общение с земным знаком, это девы, тельцы или козероги. Здесь карта тельца активно выпадает еще, да, но вот по королю Пентаклей также могут быть и какие-то финансовые вопросы для вас важны, то есть вопрос денег, зарабатывание денег, получение каких-то зарплат за то, что вы уже выполнили работу определенную, потому что король Пентаклей — это человек, который терпеливо своим трудом, своей настойчивостью зарабатывал эти деньги, или который обладал хорошим таким финансовым чутьем, да, может быть, вложил во что-то успешно деньги, или в целом здесь решаются какие-то вопросы покупок, каких-то моментов, связанных в целом с деньгами, выплат чего-то куда-то, да, то есть вы как распределяете финансы, думаете о том,
как их потратить разумно. То есть здесь такая заземленность и практичность у этого короля Пентаклей присутствует. Ну, давайте посмотрим, что еще у близнецов здесь будет в этот день, во вторник. Тут же еще карта императора, то есть такого вот человека властного, планирующего. Здесь акцент идет на планирование, на умение выстраивать стратегию касаемо зарабатывания денег, касаемо каких-то финансовых, опять-таки, дел, которые вы ведете здесь, там, касаемо каких-то вложений, которые вы осуществляете. То есть император, он управляет, это хороший управленец, который управляет, может быть, другими людьми и организует хорошую бизнес, какую-то структуру. А может быть, вы здесь сами работаете на себя, да, и, собственно, управляете здесь своей жизнью, своими финансами, там, своим временем, как работать, когда, сколько зарабатывать будете, да, то есть вот от того, сколько вы будете вкладывать усилий. То есть вот он, император, собственно. Также эта карта Овна, кстати, может быть общение с человеком знака Овен для кого-то актуальным. И дальше идет Иерофант. Это семья, брак, это все семейные ценности, которые сюда подвязаны. И в целом все, что связано с традициями и чем-то традиционным. То есть действовать так и принимать решения, исходя из традиции или того, как от вас ожидает общество, окружение, от того, как принято в обществе. И вы стараетесь поступать так, как принято в обществе. Может быть, вы здесь делаете что-то, что принято там в вашей семье или в вашем социуме, в вашем кругу друзей, может быть, какие-то здесь даже мероприятия или праздники, потому что так принято там в этот день у вас делать, допустим. Также в целом Иерофант — это человек, который обладает мудростью, то есть здесь все будет связано с мудростью, мудрыми решениями, желанием опираться на чью-то мудрость. Если вы имеете какого-то авторитетного человека в своем окружении, да, и хотите какой-то совет получить, то вы можете обращаться к такому Иерофанту, это может быть там ваш родственник, допустим, да. Дальше идет королева Пентаклей, и здесь опять-таки финансовая структура задействуется, то есть снова деньги, снова монеты. По королеве Пентакли она даже держит эту монетку здесь руками, и вот, да, можно говорить о том, что здесь опять речь о либо каких-то деньгах, которые вы получаете, либо вы их зарабатываете традиционным путем, или вы получаете какую-то помощь от семьи, от вашего круга общения, именно вот какого-то, как узаконенного, да, или вот по Иерофанту это родственники, это вот семья ваша. Карта королева Пентаклей. Также вы здесь стараетесь, королева Пентаклей, она о доброте, о верности, о сердечности. То есть вы стараетесь проявлять много доброты и сердечности, и верности. Ну и получаете, соответственно, то же самое, скорее, от своих близких, от своей семьи. То есть вкладываться можете много в брак, в эту, да, ячейку общества. Дальше идет принцесса мечей, воздушная стихия, воздушная ваша стихия. И по принцессе мечей, она молодая и юная. Да? Она может говорить про общение с таким, как вы, воздушным знаком. Может быть, младше вас, это весы, близнецы или водолеи по принцессе. Но также принцесса мечей в целом это такой как человек, обладающий быстрой энергией, чтобы вовремя увидеть, вовремя что-то сделать, вовремя какой-то момент уловить, какую-то удачную ситуацию не пропустить. То есть это такой наблюдатель, это человек, который по пажу мечей использует какие-то шансы и возможности ему выпадающие, очень решительный, также честный, то есть возможно здесь вы узнаете что-то честно от кого-то, да, услышав, кто-то вам честно говорит что-то, или вы здесь сами обладаете такой честностью, что-то кому-то расскажете, поведаете, раскроете. Вот здесь вот такая честность, открытость и возможность узнать что-то тоже благодаря такой вашей наблюдательности, честности, тоже открытости. Карта принцессы мечей. Возможность чему-то научиться, может быть, по этой принцессе мечей. Тут же у вас еще и карта умеренности, она перетекает в эту четверку мечей, такую немножечко пассивную здесь, да, и по умеренности баланс, то есть прийти таким образом к балансу, гармонии, какому-то успокоению, может быть, как будто бы с кем-то по умеренности договориться или вести доверительные беседы. Вот знаете, как паж мечей о чем-то может рассказать, и умеренность указывает на вот эту вот баланс энергии, да, когда вы кому-то что-то доверяете, рассказываете, находите в ком-то дружеское участие, поэтому хочется что-то такое вот поведать, рассказать, или кто-то вам доверяет свои тайны или секреты. И вы можете таким образом, если это какая-то ситуация, требующая
решение, да, спорное, то прийти к компромиссу определенному, да, то есть вот вам хочется такого баланса. Дальше идет 4 мечей, вот она про спокойствие, про паузу, которую вы можете сделать, как будто бы сделать шаг назад перед тем, как предпринимать дальнейшие действия, то есть остановиться, отдохнуть, в конце концов. Пятница у вас может быть такая немножечко как пассивная по 4 мечей, когда вы пытаетесь больше разобраться в себе, внутреннем состоянии, перед тем, как предпринимать какие-то действия. И тут же у вас 10 жезлов, и 10 жезлов, кстати, вместе с 4 мечей может показывать поездку. Вы можете куда-то ехать, собрав чемоданы, вещи свои. Также, в принципе, здесь много размышлений 4 мечей. Вы думаете много, копаетесь в своей голове о том, сможете ли вы довести какую-то ситуацию до конца начатую или вытянуть какой-то груз, какую-то работу, которая на вас возлагается, как будто бы на вас многое возлагается, надежд или какой-то реально физической работы, которую нужно выполнить. И вы думаете, а я справлюсь, а я смогу, а я точно это сделаю, потому что вот по 10 жезлов вы думаете, что ваша решительность, она может окупиться, но вы начинаете сомневаться, а точно ли вы справитесь, не будет ли для вас это каким-то бременем и ненужным грузом. И всей ли информацией вы обладаете, все ли вы продумали перед тем, как какое-то решение принимать. То есть вы здесь занимаетесь таким самосозерцанием, самоанализом. Но дальше вот идет карта влюбленные, рыцарь кубков на выходные, очень много энергии чувственной, эмоциональной. По влюбленным это опять-таки союз в паре, это взаимоотношения в паре, это какие-то ситуации, где вы здесь какие-то беседы ведете совместно, да, с вашей парой, о чем-то договариваетесь, о чем-то мечтаете, планируете, возможно, да, то есть как будто бы доверяя друг другу свои секреты и тайны. Но также здесь можно говорить в целом о доверии. Это любые отношения партнерские, это отношения доверительные с вашими детьми, доверительные отношения там с кем вы работаете или с кем вы в отношениях находитесь, именно романтических. То есть в любом случае это доверие, это попытка сохранить такие доверительные, хорошие отношения. Но также еще значение в этой карте — это выбор. Ну, давайте посмотрим. Рыцарь жезлов. Здесь много страсти, огня, эмоций. Я думаю, здесь больше про чувства и про ваше желание. Если и делать выбор, то рискнуть, как будто бы я готов рискнуть или готова рискнуть, готов проявить эту спонтанность по пажу жезлов, смелость в чем-то. Даже если ситуация абсурдной кажется, вы готовы рискнуть. Дальше рыцарь кубков, водная стихия, да, у кого-то может быть и общение с водным знаком, вроде раки, рыбы, скорпионы. Но вот рыцарь кубков, он может быть в каком-то состоянии внушаемости, то есть когда вы не всей все-таки информацией здесь владеете, но приукрашаете действительность. То есть думаете в максимально позитивном ключе, стараетесь на все смотреть сквозь розовые очки, но да, вот 2 мечей тут же. Возможно, занимаетесь где-то самообманом. Также может быть ситуация по рыцарю кубков, когда вот рыцарь кубков, он понимает как будто бы, да, что здесь что-то может не соответствовать тому, что ему говорится, и по 2 мечей сдерживать себя от каких-то быстрых здесь действий или каких-то шагов. Может быть, в какой-то ситуации, знаете, романтическое свидание, допустим, но вы себя в чем-то сдерживаете, не торопите события, как будто бы стараетесь притормозить. И вот по рыцарю кубков также, может быть, что-то вам хочется, вы как окрылены каким-то желанием, не знаю, что-то купить в этот день или что-то сделать, но при этом вовремя себя как останавливаете, тормозите и сдерживаете себя от этого действия. То есть проявляете какую-то стойкость в чувствах, то есть стойкость там, где хотелось бы поддаться искушению, какому-то вот желанию по этим кубкам, но вы себя сдерживаете, тормозите. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для близнецов на неделю с 25 по 31 мая мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.